Да-да, с вами Вадим и моя первая попытка оседлать волну Бонда хайпа. На днях вышел второй и ультимативный трейлер «Не время умирать». Ультимативный, потому что и он, и Universal сошлись на том, что фильм все же выйдет в ноябре. Если, конечно же, новая волна пандемии не пустит все по известному месту. Да, фильм прошел через очень многое на пути к выходу, однако все эти события заслуживают отдельного видео. Предыдущий фильм вышел аж в 2015 году, еще и перенос премьеры с апреля на ноябрь. Черт, прошло действительно много времени. Поэтому я достаю ножницы и, пока не видят коллеги с верхнего интернета, пробую освоить еще один новый для себя формат видеоконтента. Сегодня мы с вами основательно разберем последний трейлер, немного захватывая другие промо-материалы, что вышли ранее, а также контекст современной Бондианы. И ведь без него никуда, так как фильм подводит черту всей эре Дэниела Крейга в роли агента 007. Фильмы до него являлись самостоятельными историями с небольшими отсылочками друг на друга, в то время как его фильмы представляют собой единую историю. Пусть решение об этом принималось задним числом. Дважды. Казино Рояль максимально приземлил персонажа, погрузив героя в обстановку мира после 11 сентября, а зрителей в осовремененную историю самой первой книги Йена Флеминга. Нам показали то, как Джеймс Бонд стал агентом 007, а также полноценную арку героя с его трансформацией из бездумной машины для убийств в более изысканную, утонченную и вдумчивую машину не только для убийств, но и для разведывательной деятельности. Почему привычный нам Бонд потребительски относится к женщинам и по большей части никому не открывается? А все потому, что в начале пути судьба свела его с неправильной девушкой, Веспер, которая в финале оказывается вынуждена его предать. Если раньше Бонд скорее бы самонадеянно грохнул пешку террористов, чем допросил его, то в конце он понимает, что гораздо важнее видеть полную картину событий, чем полагаться лишь на свое эго. Мы пытаемся выяснить, как финансируется вся их сеть, а вы нам на тарелочке одного бомбиста. Невероятно масштабный подход. Я прикончу вас с подружкой, а ваши спецслужбы все равно примут меня с распростертыми объятиями. Я брошу им сочную кость. Информацию. Бонд красиво обыгрывает в покер главного злодея, Ле Шифра, лишая того возможности откупиться от своих бывших партнеров из загадочной международной организации. И эти самые партнеры в итоге настигают злодея, а затем, в финале ленты, Бонд сам перехватывает инициативу, находит и берет в плен одного из представителей организации, мистера Уайта. Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Следующий фильм, «Квант милосердия», стал первым полноценным сиквелом в истории серии, так как его сюжет стартовал буквально час спустя после событий Казино Рояль из допроса мистера Уайта. В данном фильме Бонд вновь столкнется с представителями тайной организации, которая, кстати, называется «Квант», но всей своей таинственностью напоминает старый добрый Спектр, активно фигурировавший в фильмах 60-х годов и пропавший из франшизы чуть менее чем на полвека из-за судебных тяжб и авторских прав. О каких судебных тяжбах идет речь? А вот за этим прошу в мою ретроспективу. Там в каждом видео я так или иначе данную тему затрагиваю. И кстати, мне одному кажется, что болгарские локализаторы фильма определенно что-то знали. Фильм также примечателен тем, что в нем Бонд открыто ругается с начальством и выходит из-под его контроля, а ближе к финалу ленты открыто конфронтирует уже с правительственными агентами. Однако в финале, сорвав сделку главзлодея по приватизации боливийской воды, Бонд решает его не убивать, а допросить за кадром, после чего оставить умирать в пустыне. Так наш герой вновь понимает, насколько полезнее выведать нужную информацию у злодея, нежели просто его грохнуть. И именно поэтому, встретившись с бывшим любовником Веспер, ответственным за ее предательство фильм назад, Бонд не убивает того, а сдает в разведку живым. Тем самым персонаж окончательно обретает себя, отпуская чувства к Веспер вместе с ее кулоном. Бонд, возвращайтесь. Я и не уходил.
Третий фильм осовремененной Бондианы, Skyfall, вышел аж 4 года спустя после предыдущего, что, кстати, порождало у широкой аудитории определенные сомнения, что с серией все в порядке, мол, Бондиана уже не та. Что фильм сделал на это? Ответил метатекстуальностью. Зрители беспокоились, что персонаж уже не тот, что прежде, и морально устарел? Пожалуйста. В начале сюжета Бонд переносит почти смертельное ранение, а возвращаясь на службу, оказывается не в состоянии сдать элементарные нормативы. Широкий зритель считал серию штампованной? Так Skyfall показал, что при наличии элементов пресловутой Бонда-формулы он готов с ними экспериментировать. Если раньше сцены Бонда с начальством в лице М могли совокупно составлять минут 10-15 экранного времени от фильма, то тут вокруг них крутится вся история. Значит, конец мы оба списаны? Если вы так считаете, зачем вернулись? Хороший вопрос. Потому что мы в опасности. И вы знаете, что нужны. Причем личный конфликт у персонажа не только между собой, но и с главным злодеем. Рауль Сильва, бывший агент Ми-6, неровно дышит как к Эм из-за ее предательства, так и к Бонду, но исключительно на профессиональном уровне. Что ж, у всех бывает первый раз, правда? С чего ты решил, что у меня это первый раз? О, мистер Бонд. Если раньше финальные разборки происходили в основном на вражеских базах, то сейчас развязка происходит в старом фамильном гнезде семьи Бондов – Скайфолле. И если в прошлых фильмах мы наблюдали, как агент 007 обретает привычный нам образ, то тут привычный образ обрела вся Бондиана. Начиная с возвращения таких персонажей, как секретарша Мани Пенни, технарь-айтишник 80 уровня Кью и заканчивая старым добрым Астон Мартин DB5, который впервые появился аж в 1964 году в старом добром Голдфингере и стал иконическим атрибутом серии. Отдельно стоит упомянуть нового М, которого играет лорд Волдеморт, в смысле Рэй Файнс. Вы готовы вернуться к работе? С удовольствием, М. С удовольствием. Ну а самый свежий на текущий момент фильм 5-летней давности... Прошу прощения, только сейчас понял, как звучит эта фраза. Ну, в общем, фильм «Спектр» рассказывает нам о том, как Бонд по крупицам собирает информацию об одноименной организации, постепенно подбираясь к ее верхушке. Да-да, кто не знал, в ранних десятых создатели таки вернули себе соответствующие авторские права. И да-да, фильм говорит нам, что все злодеи предыдущих приключений Крейга Бонда были связаны с этой самой организацией. Попутно Бонд навещает знакомого нам мистера Уайта, который наводит того на свою дочку Мадлен Свон, сыгранную Леей Сейду. Она сначала собачится с нашим героем, но потом, само собой... Ближе к концу сюжета Бонд и Свон приезжают в логово злодея, где встречаются с Эрнстом Ставро Блофельдом, главой Спектра и иконическим Бонда-злодеем, имеющим едва ли не столько же киновоплощений, сколько имеет сам 007. Тут его играет Кристоф Вальтз, и он остается в живых. Ставь точку. Пули кончились. Уже даже как-то забавно выглядит то, что единственным фильмом, где Крейга Бонд самостоятельно убивает главного антагониста, все еще остается Skyfall. Ну а Спектр заканчивается тем, что Бонд уходит со службы, прихватив с собой Мадлен Свон и все тот же Астон Мартин. Да, как вы догадались, мое субъективное мнение по фильмам я решил оставить на потом. Все же мы тут не за этим. Мы тут за промо-материалами. Ими мы и займемся. Открывающие кадры трейлера демонстрируют нам один из мартовских ТВ-спотов, который переходит в шикарный прыжок с моста, лично мне напомнивший «Золотой глаз» и Skyfall, после чего следует крайне интересная фраза. Призраки прошлого вернулись. В одном из своих интервью режиссер Кэри Фукунага рассказывал о том, что желает продолжить арку персонажа, начатую в «Казино Рояль», что сразу же позиционирует фильм как кульминацию всех 4 предыдущих картин. Далее мы видим, как Бонд навещает Блофельда в тюрьме
И тот, под нарезочку кадров из разных временных отрезков фильма, вещает нам о том, что Судьба снова свела нас вместе. на текущий момент нам известно следующее. После своей отставки Бонд вместе с Мадлен отправляются в солнечный итальянский городок, где романтически гуляют, плавают и всячески чилят. В новеньком трейлере нам показали крайне милый отрывок с ними, а также то, как некие таинственные злодеи проникают в здание, а затем в нем происходит взрыв. Мы видим кадры Сэм, который находится рядом с аэротрубой, где тестируют новенький Астон Мартин Вальгалла. Да, кстати, этим коротким появлением тачка не ограничится. На кадрах из кабинета М можно увидеть его самого, привычных нам Манипенни, Кью, а также Номи, агентессу с 2 нулями в исполнении Лошаны Линч, которая изрядно успела разжечь праведный огонь ненависти в интернетах. Вернее сказать, его разожгли журналюги, голодные до кликов по их статьям с крайне кликбейтными заголовками, но об этом в следующий раз. Возвращаясь к нашим любовникам, их счастью, судя по всему, не суждено длиться вечно, так как в Италии за ними начинается охота. Кто может стоять за всеми этими атаками? Его зовут Софин. Чего он добивается? Возмездие. Меня. Трейлер явно намекает, что между этими персонажами есть давняя история, намек на которую можно ретроактивно найти в «Спектре». Однажды в наш дом пришел человек убить отца. Он не знал, что я играю наверху в своей комнате. И что папа прячет 9-миллиметровую беретту под раковиной в ванной. Но не мое все это. И возможно, этот самый момент нам покажут в предстоящем фильме, так как тут мы видим, судя по всему, Софина, который и проникает в дом в поисках маленькой Мадлен, прежде чем в доме с ним что-то произойдет, в результате чего теперь он выглядит как выглядит, а его маска становится обугленной. И спустя много лет злодей напоминает Мадлен о себе. И все повествование будет крутиться вокруг некой связанной с ней тайны. Ее самая страшная тайна будет стоить вам жизни. Что это? Поверь, лучше тебе не знать. Возвращаясь к официальному синопсису, Бонд будет отдыхать и на Ямайке, знаковом месте для создателей серии. Ведь именно там находится знаменитая резиденция Йена Флеминга «Золотой глаз», где он и писал свои книги. Более того, в этой резиденции проходила самая первая пресс-конференция свеженького фильма. Более того, в этой резиденции ни много ни мало Пирс Броснан как-то устраивал ламповый стрим, где он отвечал на вопросы зрителей во время просмотра первого фильма со своим участием, который, кстати, также назывался «Золотой глаз». Более того, страну с позитивным настроем посещали и сами Eon Productions. Доктор Ноу и «Живи и дай умереть» превосходно передавали яркий колорит тех мест. И, кстати, промо-материалы свеженького «Не время умирать» также в этом не отстают. В локациях Ямайки Бонд вновь встретится со своим давним знакомым и товарищем Феликсом Лейтером, известным нам по «Казино» и «Кванту». Согласно все тому же официальному синопсису, именно Феликс расскажет Бонду о предстоящей миссии по спасению некого ученого, который является ключом к некой технологии, находящейся в распоряжении главного злодея. Чё, пацаны, Бладстоун? Да, завязка прямо как в этой замечательной Бонд-игре. Однако далее будут следовать крайне интересные кадры. Феликс познакомит Бонда с агентессой по имени Палома в исполнении обворожительной Анны де Армас, которая предоставит Бонду его новенький смокинг от Тома Форда, а также вместе с ним проникнет навстречу тайных личностей. Есть серьезное предположение, что это Спектр, так как вот эту вот немку в прошлом фильме я запомнил очень уж хорошо, когда она еще за одним столом с Блофельдом сидела. Однако затем мы видим крайне красивый кадр с тем, как окружающие Бонда люди падают без чувств. Рискну предположить, что именно после этого на локации произойдет крупный замес, в котором героиня Анны де Армас будет эффектно задавать неприятелям жару. На пару с Бондом, конечно. В замесе примет участие и Номи. Причем тот самый ученый, о котором говорилось выше, судя по данному фото, будет держаться с ней. Мне, кстати, дико понравилась вот эта реплика. Встретил вашего нового агента с 2 нулями. Был сражен наповал. Да, разгоряченное СЖВ тенденциями в кинообщество уже может начать беспокоиться. Все же тревожные звоночки были. Came at the right time. It's had a huge impact on the world, and so I think the film will absolutely incorporate that. Diversity and inclusion is something that I feel very strongly about. It's very important that we
make films that reflect the world we live in. Однако если в данном фильме сексизм Бонда интересно и с юмором обыграют, я не буду против. Good afternoon. Can I help you? Yes, my name is Bond. James Bond. I am looking for Dr. Goodhead. You just found her. A woman? Your powers of observation do you credit, Mr. Bond? James. To my friends. В следующих кадрах мы видим возвращение Бонда в Лондон, причем к штабу разведки он подъедет в другом классическом Астон Мартине, в V8 Vantage, светившемся в искрах из глаз, с Тимоти Далтоном в главной роли. Любопытно, кстати, будут ли гаджеты и у него. Ясно, зачем вы в него стреляли. Каждый хотя бы раз пытался. Тут без комментариев. После того, как Бонд чудом избегает взрыва гранаты, идут кадры из гаража с Астоном, из все той же Италии, заснеженной Норвегии и главной злодейской базы. Однако обратите внимание на музыку. Джеймс Бонд. Мы оба устраняем людей, чтобы сделать мир чуточку лучше. Этот ритмичный отрывок я помню еще по самому первому трейлеру Казино Рояль. Whatever is left of me, whatever I am, I'm yours. Я нахожу крайне интересными кадры на суденышке, который уходит под воду. Трудно разглядеть, что на героя надето в данный момент. Это может быть рубашка от костюма, или же белая Хенли с длинным рукавом. Во втором случае, местом действия вполне может быть база главного злодея. Мне крайне нравится ее расположение на морском побережье, а также минималистичные интерьеры, напоминающие работы Кена Адама, одного из самых знаменитых художников олдскульной Бондианы. Отдельное спасибо за кадр в стиле Ган Беррелла. И, внимание, микроспойлер, раз уж мы заговорили о базе злодея, куда Бонд и Номи, не без помощи Кью, конечно, будут проникать воздушно-водным путем, рискну предположить, что она находится где-то в наших широтах. В подтверждение тому снимок с официального сайта Ион, где Бонд в экипировке находится в некой запретной зоне. Также от моего зоркого взгляда не скрылись и летающие лендроверы злодеев. На официальном канале автопроизводителя есть рекламный ролик, где их можно рассмотреть поближе и увидеть, что тот, кто делал им номера, явно неравнодушен к Свердловской области. В трейлере Феликс говорит крайне интересную фразу. В наши дни все сложнее отличить друзей от предателей, злодеев от героев. Мне это напомнило одну из тем, которая была затронута еще в «Кванте милосердия». Впрочем, когда человек молод, ему так легко различать добро и зло. А вот с возрастом становится все трудней. Злодеи, герои, все сливается. По-моему, вы так ослеплены неуемной жаждой мести, что вам уже все равно, кто умрет. Когда не видишь, кто друг, кто враг, пора уйти. А за ту ли вы сторону играете? Тут режимы раз в неделю меняются. Медрано ничуть не грязнее других. Вот этим-то мне и нравится американская разведка. С кем угодно в постель. Включая тебя, братишка. Любопытно, получит ли она полноценное раскрытие в этом фильме? И по отношению к кому она сказана? Может ли это быть попытка в серую мораль, как в том же «Кванте», где правительство было вынуждено идти на сделку со злодеем ради нефти? Допустим, вы правы. И Грин негодяй. Но если не иметь дела с негодяями, мы можем остаться без партнеров. В мире нефтяной голод. Русские держат нас в черном теле, а Америка с нами делиться не будет. Нам не до понятий добра и зла. Сейчас не те обстоятельства. Или же речь может идти о возможном предательстве Мадлен, ведь нам неспроста показали кадры с ней поверх реплики Феликса. Более того, помните, с чего начинается самый первый трейлер фильма? Зачем мне тебя предавать? Тайны есть у всех. Вопрос, какие хранишь ты. И это далеко не все. Несмотря на то, сколько всего показали в промо-материалах, авторы умудрились сохранить определенную интригу, и мне это нравится. Так как трейлер под конец снова стал нас окунать в знакомые локации, вроде базы злодеев, Италии и тропиков, самое время поговорить о моих личных ощущениях от увиденного. Прежде всего, я уверен в том, что ставки данного фильма действительно будут высоки. Об этом нам говорит все, начиная от задействования флота и авиации в миссии Бонда, до того, как живо на экране смотрится Дэниел Крейг, в том числе с точки зрения игры эмоциями. Продемонстрированные в трейлере перестрелки и экшен-моменты смотрятся крайне сочно. Особенно на фоне предыдущего фильма, где
Но вы помните, как пресно была снята кульминационная перестрелка в логове злодея. Возвращаясь к теме интриг, как только было объявлено о том, что 25-й фильм будет прямым продолжением «Спектра», самой обсуждаемой спекуляцией на тему участия героини Леи Сейду было то, что ее грохнут в самом начале истории, что было опровергнуто в первом трейлере. Поэтому я заинтригован. Я крайне заинтригован отношениями Бонда и Мадлен, готовясь заявить о том, что то, что я вижу, уже нравится мне больше, чем то, что я видел между ними фильм назад. А все по одной причине. Я люблю тебя. Проблемный сценарий «Спектра» сначала преподнес нам ее признание в любви без должной предподготовки, а затем сделал вот это. Не могу снова жить в страхе. Это жизнь твоя, Джеймс. Ты не изменишься. Значит, прощай. Да. Будь осторожен. И после того, как она тебя натурально кинула, ты все равно не просто ее спасаешь, так еще и ради нее оставляешь службу? Ну ты чего вообще? Мне интересно то, как в фильме будет задействована агент Номи, учитывая весь тот негативный хайп, раздутый журналистами. Сразу скажу, по трейлерам она не показалась мне лицом повесточки. Она действительно умеет драться, тактикульно двигается, однако в кого она пыталась попасть из такой стойки, я до сих пор не пойму. Встанешь у меня на пути, прострелю колено. Причем здоровое. А если у вас проблемы с тем, что Бонда указывает женщина, то вы уверены, что мы с вами смотрели один и тот же, скажем, «Золотой глаз» 95-го года? Да не стой ты, спасай нас! Да, сэр. А я вас считаю сексистом, женоненавистником. Реликтом холодной войны. Чьи детские чары, не действующие на меня, очевидно, повлияли на ту юную леди, что я к вам присылала. Ясно. Однако, есть резон думать, что номер 007 она все же унаследует. Да, в русской и английской версии Бонд говорит о ней как об агенте 2.0. Но, например, испанский трейлер называет нам конкретное число. He conocido a tu nueva 007, 007, 007. И это не лишено смысла. Бонд же ушел в отставку. Но заголовков, конечно, напридумывали капец. Я думала, вы двое поладите. Раз речь зашла о повышении ставок, то не могу пройти мимо повышения градуса абсурда. Да, первые зрители канала знают, к чему я клонил. В этом фильме определенно будет множество абсурдных вещей, которые на фоне относительно приземленной Бондианы Крейга будут ярко выделяться. И я вновь скажу, что я не против такого. Грамотное повышение градуса абсурда дарило Бондиане поистине культовые фильмы. «Голдфингер» и «Живешь только дважды», сформировавший образ серии в 60-х. «Шпион, который меня любил», вытащивший серию из кризиса и доказавший, что никто с работой Бонда лучше не справляется. Вся Бондиана 90-х, где харизма Броснана и забойность экшн-сцен перекрывала откровенные сценарные недоработки. Все эти фильмы повышали градус абсурда, но этим и запоминались. Астон Мартин с гаджетами, Лотус Субмарина, масштабные декорации баз, злодеи с манией величия и их запоминающиеся прихвостни. Боевиковое безумие. Знаете, при всей моей любви к приземленным и реалистичным фильмам серии, вот по такой Бондиане я соскучился. Главное, чтобы создатели с абсурдом не переборщили. Меня малость беспокоит объем очевидного CGI на экране, вроде лондонской бомбы, самолета-субмарины или даже стенки моста, которую графеном перекладывали чаще, чем плитку в столице. Причем я совсем не против грамотного использования CGI, скажем, для демонстрации разрушений или улучшения пейзажей. Бонд славился живыми трюками испокон веков. А когда создатели попытались с помощью графония показать, как солнечная пушка энергетическим лучом отрезает часть айсберга, получилась сцена из «Умри, но не сейчас». При этом я вижу, что прыжок с моста, трюк на мотоцикле и пресловутые летающие лендроверы – все это исполнено вживую, что меня очень радует. Как радует и финальный сегмент фильма «В лесу», где Бонд уворачивается от внедорожника и отправляет короткую очередь вслед за ним. На этом обзор заканчивается. Однако у нас до сих пор есть поводы поспекулировать.
Кому же адресована загадочная записка «Прости меня», которую Бонд читает на кладбище? Действительно ли тот стрелок из Лендровера является контактом Феликса из ЦРУ, который появляется вот тут и имеет аж собственный постер? Действительно ли экранного времени у Анны де Армас будет чуток больше, чем у Моники Беллуччи фильм назад? Являются ли заснеженные сцены флешбеком? Кем же является загадочный человек подо льдом? Действительно ли тот отбитый слух является правдивым? Обо всем этом мы узнаем уже в ноябре. А увенчалась ли успехом моя попытка оседлать волну Бонда хайпа или же нет, можно увидеть уже в самое ближайшее время. Поэтому делитесь роликом с друзьями, оставляйте комментарии, подписывайтесь. И помните, что призраки прошлого не умрут, пока идет работа над историей серии. Благодарю за просмотр.